Вот это вот рабочая доска, да. Вот здесь у нас создается кран. Ну, например, назовем его там кран 1. Условно, да, ну заказ 1. Он пришел в производство. И вот это лид новый, да. Задача его продвинуть по этой доске туда до конца в правую сторону. Но продвинуть его, например, вот сюда вот, согласованно и получено вот сюда вот, мы не можем. Вот система говорит о том, что это не по бизнес-процессу и возвращает карточку обратно. То есть мы должны ее сюда передвинуть. Когда мы ее сюда передвигаем, сразу появляются вот такие вот стикеры. То есть это то, что обязательно нужно сделать. Тут написано, что нужен габаритный чертеж, нужно посчитать стоимость монтажа, и пошел таймер. То есть, во-первых, когда менеджер продаж передвинул эту карточку на запрос габаритных чертежей, да, то у следующего, кто в цепочке стоит, а это у нас ПТО, планово-технический отдел, у них пошло время. Это сделано для того, чтобы мы могли контролировать, сколько вообще они эту задачу делают. И у них есть норма на эту задачу, например, там, допустим, 2 часа. Если они не укладываются в 2 часа, то мы потом видим в статистике общей, как они поработали. У нас получается 3 стикера, да. Теперь вот эта карточка, она отзеркалилась сразу в ПТО. Вот она, вот эта доска ПТОшника. Она же тут же появилась. И у него написано, что ему нужно создать габаритный чертеж. Как только он габаритный чертеж сделал, он выбирает, что габаритный чертеж приложен. И он в этой карточке вот здесь вот прикладывает ссылочку на этот чертеж габаритный. И дальше передвигает ее. Все, он ее передвинул. Она появилась в монтажном отделе. Это вот карточка, ну, это доска монтажника. Монтажник посчитал, сколько будет стоимость доставка этого крана, например, до города там Хабаровск, да, и говорит, например, монтаж столько-то стоит. И также эта карточка дублируется у логиста. Монтажник считает монтажные работы, а логист считает доставку. И, например, доставка не нужна, тут самовывоз. Вот, он указал. Эта же карточка у отдела продаж, вот на их карте, они видят, ну, продажник видит, что все, габаритный чертеж приложен, монтаж посчитан, доставка посчитана. Они могут ее дальше передвигать. Передвигают дальше, эти стикеры все исчезают, потому что они уже готовые, да, и эта карточка уже обросла документами. Тут появляются документы. То есть тут будет стоимость монтажа, стоимость доставки, габаритный чертеж. Вот это у нас уже идет КП на проверку. Все, опять же время пошло уже для этого отдела. Все, этот отдел там подписывает его, но только не этот отдел, а это у нас дирекция подписывает. Вот, в дирекции мы открываем, она там у них появилась, и в дирекции там сидит, ну, например, там технический директор, он смотрит, что все верно сделано, ставит КП согласовано. Это видит менеджер продаж, дальше двигает эту карточку. Если он захочет ее передвинуть куда-то назад, то опять система не дает ему это сделать. Передвинуть вперед, куда-то там далеко, там система ему тоже не даст это сделать. Ну, например, вот он хочет пропустить пункт согласования у клиента. Вот этот пункт, вот тут согласование у клиента написано. Он так пропускает, она говорит ему, нельзя этого сделать, надо обязательно согласовать у клиента. Вот, двигает столбик согласовать у клиента, ставится дедлайн, потому что клиенту можно отправить и долго-долго от него ждать. А тут стоит напоминание о том, что нужно ему позвонить и уточнить, согласовано или нет. Как только согласовано, дальше. И плюс еще по этой карточке, вот именно по этому заказу, здесь есть вот такая функция чаты. То есть именно вот по этому заказу, именно по этому крану. Да. И вот эти вот вещи, вот эти вот сверху, это вот я просто как администратор, я вижу отдел продаж вот этот вот, я вижу ПТО, я вижу логиста и так далее. Но у логиста ему видно только его доска вот эта вот. И у него тут периодически появляются карты, вот эти карточки. Это только тогда он может передвинуть. Таким образом, наша вот эта карточка, нельзя ее скопировать, ее нельзя там удалить. У них право доступа таким образом настроено. Она просто никуда она не может передвинуться туда, куда ей нельзя. Ну, то есть это он ругается и все, и обратно ее возвращает. Мы приехали на завод, разобрались там у них в их бизнес-процессах, вот, выписали вот такую карту последовательностей. Та карточка, это вот она здесь вот и нарисована, то есть в маркетинге генерируется лид, потом он попадает в отдел продаж, проходит квалификация его, потом они должны присвоить номер, и там карточку нельзя передвинуть, если номер не присвоен. Это там проблема была, потому что все присваивали разные номера, и потом такая наш винегрет получался среди заказов. Вот, они присваивают номер. Мы сделали нумерацию присвоения, то есть они присваивают в 1С, и с 1С этот номер приходит в Agile. Ну, таким вот образом сделали. То есть сразу же нам спросили, а что мы теперь будем делать и в 1С, и здесь, дублировать информацию. Дальше идет запрос габаритных чертежей вот у этого отдела, это вот ПТО, планово-технический отдел. Ну и все, и вот она карточка, это пошла туда, вот в разные отделы. И вот мы весь бизнес-процесс этот вот описали, вот он вот так вот выглядит, да, тут он еще не весь, он не влез сюда.
Вот это вот то, как весь бизнес-процесс по кранам. Вот точно такой же бизнес-процесс мы расписываем по другому бизнесу, ну, по любому другому, да, и потом вот это вот все внедряем вот уже в сам Agile. Сначала мы прошли просто по каждому сотруднику, то есть мы пришли и начали сначала общую картину рисовать, потом с каждым сотрудником, прям вот с каждым менеджером продаж выявили, какие у него боли, какие потребности. Потом в бухгалтерию сходили у всех. И вот такую карту выписали, проанализировали. Это вот у нас есть аналитик на это дело, бизнес-аналитик. Вот. И мы сели эту всю карту на бумаге, нарисовали, потом ее корректировали, потом ее согласовывали, потом ее вот в таком виде мы ее подписали у них. Вот, когда они нам это все согласовали, после этого мы уже настроили им вот Agile вот в таком вот виде. Ну, только сейчас у них тут уже много-много карточек там, и работа уже, так скажем, начинает кипеть. Вот, и все, и дальше уже можно быть спокойным. Приблизительно недели 2, наверное, мы были на вообще, так вот, общение было с каждым, да, в компании, и составление вот этой вот карты движения, да. И потом, примерно где-то мы на недели 1,5-2 настраивали Agile. То есть, где-то месяц с небольшим у нас это все получилось. Вот до состояния, когда они уже могут работать. Сейчас еще будет 2 месяца идти внедрение. Мы им провели обучение, записали видео этого обучения, но уже есть люди, которые говорят о том, что, как круто, потому что раньше приходит клиент, да, и говорит: мне вот нужен кран такой-то. Менеджер продаж составляет заявку в производство, ее отправляет по обычному e-mail. Вот, производство получило заявку, но смогут работать только где-то примерно недели через 1,5, потому что загрузка производства есть, да. За это время клиент говорит, что мне нужно вот еще вот такие изменения, у нас там вот это поменялось, нам частотник надо другой, у нас вес другой, там, какие-то изменения. Составляет вторую заявку и точно так же отправляет по e-mail туда на производство. То есть у них там 2 заявки, обе подписанные клиентом. Естественно, когда начинается производство, берут по закону подлости первую заявку вместо второй. Выполняют эту заявку, то есть кран, там, здоровый кран, там какой-нибудь там 10-тонник на сумму 3,5 миллиона. Выполняется, отправляется в Магадан, в Магадане начинают собирать, и выясняется, что кран не тот. И просто вот из-за банальной вот этой глупости, потому что заявка пришла не та. А здесь вот из-за того, что карточка одна, она не может прийти, не та заявка, она не может. И это первое. Во-вторых, каждый, кто тут двигает карточку, видно в системе, что именно он передвинул. Например, если это менеджер продаж передвинул какой-то там Вася, да, Пупкин, то он передвинул, и в системе видно, что это он передвинул такого-то числа. Тут даже, вот они все, здесь любые изменения, они фиксируются, когда создано, кто автор, когда назначено, там, и сроки, просроченные задачи, там, и так далее. То есть такой лог идет. И, всегда можно найти, как сказать, не то чтобы виноватого, но, по крайней мере, системную ошибку, чтобы ее потом исправить, чтобы потом больше этого не было в системе.